начнем с Иудеи и Самарии. The region that was ruled first by Archelaus and then by prefects and procurators. Вот эта территория Иудеи и Самария сначала была во власти Архелая, а после его свержения там правили прокураторы. Now we already mentioned that just before Herod the Great died, he had planned to he turned his kingdom in his wills over to his sons. Мы недавно говорили о том, что перед самой своей смертью Ирод Великий завещал свое царство 3 сыновьям. And one of the last plans that Herod had before his death was to execute many of the Pharisees and other Jewish leaders in Judea who he felt were not loyal to him. Перед своей смертью Ирод Великий также планировал казнить очень многих из фарисеев, а также некоторых иудейских лидеров, которых он считал неверными, непреданными себе. However, he died before he could carry out his plans. Однако он умер раньше, чем смог осуществить этот план. And so when Archelaus became the heir to the throne there in Judea, и когда вот Архелай стал наследником и получил престол в Иудее, he wisely chose not to carry out his father's plans. Он поступил мудро, когда решил не осуществлять замыслы своего отца. Now that got him off to a good start, but only for a very few days. Начало у него было хорошее, когда вот он отменил вот эти вот планы, однако это продолжалось лишь несколько дней. Because it was about that same time that Archelaus was responding with brutality to those who were celebrating the death of Потому что Herod. уже через несколько дней очень жестоко Архелай обошелся с теми, кто праздновал смерть его отца. And then he, as a result, incurred the hatred of the people. Естественно, что после вот этого поступка люди стали его еще больше ненавидеть. And as we already mentioned, after Herod's death, his 3 sons plus a delegation from Judea went to Rome to the sons to get their appointment ratified, the delegation to get their appointment rejected. Помните, мы также с вами говорили о том, что сразу после смерти Ирода несколько делегаций отправились в Рим на встречу с Августом, отправились его сыновья и другие делегации. Сыновья хотели скрепить подписью императора завещание Ирода, а другие выступить с протестом, который император не поддержал. In fact, to be more specific, there were actually 2 delegations that were sent to Rome. Можно сказать конкретно о 2 делегациях, которые отправились в Рим. One was a delegation of Jews Одна делегация состояла из евреев, that were requesting that the high priest be appointed the civil ruler in Judea. Которые требовали того, чтобы был назначен первосвященник, который управлял бы в Иудее. While the military power would rest in the governor of Syria. А вот за военный порядок отвечал бы правитель в Сирии. Another delegation was sent from the Greek cities of Israel at that time. Еще одна делегация состояла из представителей греческого населения некоторых городов, которые располагались в это время в Израиле. And they requested that the Greek cities not be part of the Jewish or Herodian dynasty or И вот authority. эти вот представители греческих городов как раз просили того, чтобы их исключили из этой территории, чтобы они не были под властью иудеев или же под властью иродиан. Now, Augustus, again, as we mentioned, still, even though it was not acceptable for a son to become a king, he approved of the appointment of these sons to И rulers. несмотря на то, что не положено было сыновьям наследовать царство отца, все-таки Август удовлетворил это завещание. But then, while the delegations awaited Augustus' decision, a rebellion
broke out. Well, the boys were in Rome, a rebellion broke out in Judea. И вот пока вот эти две делегации ожидали ответа Августа, ожидали, когда он примет решение, в Палестине люди подняли восстание. То есть сыновья Ирода были в Риме, две делегации были в Риме, а в это время восстание в Палестине. And so then the local governor in Syria, who presumably was under the leadership of Quirinius, И вот наместник Сирии, который подчинялся Квиринею, a man by the name of Varus, человек по имени Вар, brought his armies down in Jerusalem to stop this rebellion. направил свои войска в Иерусалим для того, чтобы остановить это сопротивление там. And he crushed the rebellion. И сопротивление, это восстание действительно было остановлено. And then he left a legion of soldiers behind to maintain the peace. И после этого он оставил целый легион там для того, чтобы они поддерживали мир. But these soldiers treated the people so harshly that another rebellion broke out. Однако военные настолько жестоко обращались с людьми, что еще одно восстание подняли люди. So this time Varus returned and he captured and crucified about 2,000 rebels. А теперь Вару снова пришлось вернуться и второе восстание уже подавлять, а после этого он многих увел в плен и распял около 2000. Now these events showed Augustus two things. В результате вот этого Август сделал два вывода. First, they showed the instability of the region. Во-первых, он увидел нестабильную обстановку в этом регионе. And the difficulty Rome had in dealing with the strong Jewish resistance. И также он увидел, насколько трудно все-таки Риму постоянно бороться с очень сильным иудейским сопротивлением. But secondly, it showed Augustus what an able king Herod actually had been. И еще один вывод Август сделал, то, что Ирод Великий все-таки был способным правителем. At least in the sense that he was able to maintain a relative peace for 33 years of Потому his что, reign. по крайней мере, ему удавалось поддерживать относительно мирную обстановку на протяжении 33 лет своего правления. Herod ruled for 33 years without a major rebellion. Ирод правил 33 года, и можно сказать, что никаких больших восстаний, мятежей в это время не было. Within a year of his death, А вот уже проходит год со дня его смерти, two major rebellions и had broken out. было уже два больших восстания. Well, Augustus hoped that Herod's sons could be as successful in maintaining the peace as his father. Конечно, Август надеялся, что сыновья Ирода смогут также успешно поддерживать мир на этой территории. But so he appointed them as tetrarchs and an ethnarch, as I already shared with you. Поэтому он назначил их тетрархами и этнархом. Об этом мы уже с вами говорили. But let's look first at Archelaus, who was the ethnarch. Давайте прежде поговорим об Архелае, который был этнархом. Given control of the region of Judea, Samaria, and Idumea in the south. Так, значит, Архелая принадлежала Иудея, Самария и еще и Идумея на юге. But he, from both the Roman and Jewish perspectives, Archelaus turned out to be a complete failure. Ну, как с точки зрения еврейского народа, так и в дальнейшем и с точки зрения Рима, Архелай оказался совершенно неспособным правителем, неудачником. And he made a lot of very stupid decisions for a man who was raised in Jewish society. Он принял несколько очень глупых, скажем, решений, которые человек, живший в иудейской культуре, просто бы не допустил. He did not follow his father's example of appointing a high priest who was a qualified high priest and allowed him to serve. Он не последовал примеру своего отца, который выбирал на роль первосвященника способных людей. Rather, he scandalized devout Jews by appointing and deposing high priests at will. Вместо этого он возмущал и шокировал благочестивых евреев, назначая первосвященников, как ему хотелось, и свергая их, когда ему хотелось. Without
apparently any regard at all for their physical or spiritual И qualifications. естественно, что его никогда не интересовал вопрос, достойны ли эти кандидаты быть первосвященниками как с физической точки зрения, так и с духовной точки зрения. Now, even more scandalous, however, was his marriage to a woman by the name of Glaphyra. А еще больше народ возмутился, когда Архелай женился на женщине по имени Глафира. Now, I don't know how much detail your little family tree of the Herod family goes that's in the back of your book. А вот в ваших учебниках есть родословие Ирода, но оно, конечно, не очень такое подробное и разветвленное. But as you look at the family tree of Herod, I should remind you of Herod's two sons that he had executed. Но если вы посмотрите на родословие Ирода, на древо его семьи, то вы увидите там двух сыновей, которых Ирод казнил. Because they were the two sons he had with his Hasmonean wife, Mariamne the Это first. вот два сына, которые были от жены Мариамне I, которая была из династии Хасмонеев. And these two sons were named Alexander and Aristobulus. Одного из сыновей звали Александр, а другого звали Аристобул. And Aristobulus was married to a woman by the name of Glaphyra. И вот Аристобул был женат на Глафире. So she was the wife of Archelaus' cousin. Получается, что Глафира была женой сводного двоюродного брата Архелая. And she was considerably older than Archelaus. Глафира была старше Архелая. But as a young boy, he had this mad crush, this love for his cousin's wife. Но вот Архелай был в то время молодым юношей, и он вот просто с ума сходил из-за любви к жене своего сводного двоюродного брата. I shouldn't say it. Let me get this straight. It wasn't his cousin. It was the wife of his half brother. Даже это не двоюродный был брат, а просто сводный брат. But a much older brother. Просто старший, потому что сын тоже отца его. When Aristobulus and Alexander, the two sons of Herod, were executed by Herod. После того, как Ирод казнил Аристобула и Александра, вот двух братьев, Glaphyra remarried to the king of Mauritania, which is down in Africa. Глафира вышла замуж за мавританца, за Мавра, за одного царя в Африке. But Archelaus still had this passionate love for Glaphyra. Но Архелай продолжал страстно вот так вот тайно любить Глафиру. But she was married and he married. Но она уже была замужем. And he was married. Yeah, he was married. И Архелай тоже был женат. But then the king of Mauritania divorced Glaphyra. Но потом, позднее, Мавр разводится с Глафирой. As soon as Archelaus heard this, И как только Архелай услышал об этом, he went to Glaphyra and he told her, I love you so much, I want you to be my wife. он встретился с Глафирой и сказал: «Я тебя так сильно люблю, стань моей женой». And so she was an opportunist. She saw the advantage to be the wife of an ethnarch. Она была оппортунисткой и, конечно, не упустила возможности выйти замуж за этнарха. And she agreed to marry him, И сказала: «Хорошо, выйду замуж за even though she тебя». was quite a bit older than him. Хотя была намного старше, чем он. And so Archelaus divorced his wife, Тогда Архелай разводится со своей женой and he married Glaphyra. и женится на Глафире. Now, from the Jewish perspective, this marriage was totally illegal. С иудейской точки зрения такой брак вообще был незаконный. And they already hated Archelaus because he was half Idumean and half Samaritan. Они уже и до этого ненавидели Архелая, потому что он был наполовину самарянином, наполовину идумеем. And so they did not respect or love Archelaus in any way. И, конечно же, они совершенно не уважали и вообще не любили Архелая. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру.
Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.